Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу показать вам фильмы в жанре антиутопия. Я очень люблю жанр фантастики, особенно жанр антиутопии, и поэтому у меня в коллекции достаточно много фильмов этого жанра. Итак, начинаю. Первое — это «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом. Фильм Ридли Скотта. Продолжение «Бегущие по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом и другими актерами. Такие вот издания. Далее, следующий фильм. Это фильм «Бразилия» Терри Гиллиама. Где у нас снялись Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Иэн Холм, Боб Хоскинс и Майкл Пейлин. И кроме того, от Терри Гиллиама есть еще одна антиутопия. Это фильм «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом, Марлен Стоу и Брэдом Питтом. На DVD. На Blu-ray с русским данный фильм не выходил. Следующее кино. Это «Алита. Боевой ангел», который сделан на основе японской манги. Такое вот хорошее издание с большим количеством карточек, которые показывал в предыдущих видео. И также здесь идет буклет. «Алита. Боевой ангел». Фильм Роберта Родригеса. Далее два фильма в этом жанре режиссера Стивена Спилберга. Первый фильм — это фильм «Искусственный разум» с Халли Джоэлем Осмондом и Джудом Лоу. Иностранное издание. И также есть другой фильм «Антиутопия». Это фильм с Томом Крузом «Особое мнение». Здесь также имеются карточки и буклет, который также показывал в предыдущих видео. Это два фильма в жанре антиутопия от Стивена Спилберга. Следующее кино. Это фильм «Облачный атлас» от Вачовски и Тома Тыквера. Здесь представлены разные линии времени, в том числе и антиутопичные. И здесь снялось очень большое количество разных известных актеров. Фильм «Облачный атлас». Следующее кино. Это у нас фильмы из серии про планету обезьян. Первый фильм про планету обезьян. Также фильм «Восстание планеты обезьян, планета обезьян. Революция». Здесь два диска. И, наконец, «Планета обезьян. Война».
Следующие два фильма в жанре антиутопия — это фильмы от Нила Бломкампа. Это фильм «Элизиум» с Мэттом Дэймоном и Джоди Фостер. И фильм «Робот по имени Чаппи». Шарлотта Колти, Дэв Патель, Сигурни Вивер и Хью Джекман снялись в данном фильме. Двухдисковое издание. Следующий кинофильм — это фильм в формате 4К «Хроники хищных городов» от создателей трилогии «Властелин колец» и «Хоббит». То есть продюсером данного фильма был Питер Джексон. А режиссером один из тех, кто работал также над двумя этими трилогиями. Двухдисковое издание. Фильм снимался на камеру в более высоком разрешении, поэтому в данном случае 4К имеет смысл. Хроники хищных городов. Далее, еще один фильм в жанре антиутопия от Стивена Спилберга. Это «Первому игроку приготовиться». Такое вот издание. На данное кино я ходил в кино, чтобы его посмотреть, когда он выходил. И фильм мне понравился. Следующее кино — это фильм Поля Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Такое вот издание. Далее фильм «Что случилось в понедельник» или «Тайна семи сестер». У этого фильма два названия. Где в данном фильме одна актриса, именно Нуми Рапаз, играет сразу 7 сестер. Далее, еще один фильм в формате 4К. Антиутопия — это «Водный мир» с Кевином Костнером, где все происходит на воде. Собственно, фильм поэтому так и называется. «4К». Одна из наиболее известных антиутопий — это фильм «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли. Такое вот издание. Первая часть. Далее «Матрица. Перезагрузка». И, наконец, «Матрица. Революция». Фильм на тот момент братьев Вачовски. Далее еще одна серия фильмов. Это серия фильмов «Безумный Макс», которая у меня представлена таким вот изданием, во-первых. Здесь у нас 4 части, 3 из которых с русским языком. И также документальный фильм по первой части на отдельном DVD. И также есть такой вот 4К издание «Безумный Макс. Дорога ярости» с Томом Харди. А в первых 3 частях роль Макса сыграл Мел Гибсон. Далее у нас
Советская антиутопия фантастическая. Это Кин-дза-дза. То есть это у нас как бы попаданцы, так как главные герои попадают на эту планету. Но также сама планета, мир ее, это именно антиутопия. Далее. Следующее кино это фильм «Я робот» с Уиллом Смитом. Одна из наиболее известных работ данного актера. Следующее это у нас два фильма режиссера Эндрю Никола в жанре антиутопии. Первый это фильм «Гаттака» с Итаном Хоуком, Умой Турман и Джудом Лоу. И еще один фильм этого режиссера. Это фильм «Анон» с Амандой Сайфрид и Клайвом Оуэном. Здесь у нас присутствует также в составе издания небольшой буклет с кадрами из фильма. У этого режиссера также есть и третий фильм в этом жанре. Это фильм «Время». Но его пока еще в коллекции у меня нету. Далее у нас подростковая антиутопия «Бегущий в лабиринте». Такой общий слип для 3 изданий. Это и первый фильм это «Бегущий в лабиринте». Далее у нас кино «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем». Такая вот накатка. И «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Здесь у нас уже простая зеркальная накатка. Далее. Еще одна антиутопия с Томом Крузом «Обливион». Такое вот издание. Здесь у нас другой арт. И также присутствуют карточки в данном издании. Следующая, еще одна серия фильмов. Это «Судная ночь». Трилогия представлена у меня в таком вот издании. Здесь у нас 3 части. «Судная ночь» 1, 2 и 3. Далее корейский фильм «Сквозь снег» с Крисом Эвансом, Тильдой Свинтон и Сон Кан Хо от режиссера фильма «Паразиты». Здесь также присутствуют карточки, которые показывал в предыдущем видео про азиатское кино. А такое вот изображение с задней стороны карточек. Далее. Фильм «Хранители». Также у нас здесь есть карточки. Есть другое изображение. И присутствует буклет. И есть внутренний арт.
данного издания. Далее, следующий фильм. Это фильм по комиксам Алана Мура «В значит Вендетта» с актерами Натали Портман и Хьюго Уивинг. Продюсерами и сценаристами данного кино выступили Вачовски. «В значит Вендетта». И осталось еще три DVD-диска. Это у нас «Машина времени», где главный герой попадает в антиутопичный мир в одном из перемещений во времени. Фильм «Машина времени» с Гаем Пирсом, Джереми Айронсом и Самантой Мумбой. Далее, следующая антиутопия — это «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика с актером Малькомом Макдауэллом. И, наконец, последнюю антиутопию, которую хочу вам сегодня показать, это фильм с Кристианом Бейлом от Курта Уимера. Это фильм «Эквилибриум». Это был последний фильм в жанре антиутопия на сегодня, который я хотел показать. Не во всех этих картинах антиутопия играет главную роль, но во всех она присутствует. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.